Assassin's Creed Shadows. Действие игры развернется в феодальной Японии конца 16 века. В центре сюжета окажутся приключения темнокожего самурая Ясуке и девушки-ниндзя Наоэ. Судьбы двух абсолютно разных протагонистов, враждующих между собой, переплетутся. Герои будут вынуждены сплотиться против общего противника. В игре мы сможем свободно переключаться между персонажами. У каждого из них будет набор собственных миссий. Протагонисты будут сильно отличаться друг от друга по стилю ведения боя. Например, самурай Ясука характеризуется как более сильный, а Наоэ более скрытная и проворная. Релиз игры запланирован на 14 февраля 2025 году на платформах Windows, Mac OS, PlayStation 5, Xbox Series X и S и, конечно, iPad OS. Titanfall. Сюжет Titanfall разворачивается в 1962 году, спустя 5 лет после катастрофы на атомной станции Уэндскелл, в результате которой правительство Соединенного Королевства создало карантинную зону. Кроме того, на территории продолжают функционировать работы, охраняющие объекты загадочной организации, именуемой британским отделом атомных исследований BART. Также нам, игрокам, придется часто сталкиваться с культистами, которые поклоняются аномалиям, связанным с ядерной катастрофой. Игровой процесс сочетает элементы выживания и исследования. В Titanfall важную роль играют сбор ресурсов, поиск оружия и, конечно, разного снаряжения. Релиз игры Titanfall от компании Rebellion запланирован на март 2025 год. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Герои меча и магии Olden Era. 22 августа студия Unfrozen и компания Ubisoft анонсировали новую часть франшизы «Герои меча и магии Olden Era». Действие развернется в знакомом мире Энрод, но на новом континенте Джадам. Базовая суть игры будет знакома любому поклоннику серии. Геймеры управляют героями, исследуют масштабные карты в поисках ресурсов и артефактов, строят города и собирают армии мифических существ, чтобы сражаться с врагами. В Olden Era будет 6 фракций, старых и новых: Храм, Некрополь, Лесной Союз, Подземелье, Рой и одна секретная. Главным антагонистом выступит Рой, объединение насекомообразных существ, которых подчинил себе демон из Инферно. Релиз игры Герои меча и магии Olden Era запланирован на 2025 год на ПК. Маус. Частный детектив по найму Маус ставит игроков в роль частного детектива Пеппер, которому предстоит раскрыть серию захватывающих тайн, прогуливаясь по грязным улицам Маусбурга. Вооруженный сообразительностью, огневой мощью и мультяшной физикой, Пеппер должен сражаться и собрать все улики, чтобы раскрыть дело и узнать правду. Релиз игры запланирован на 2025 год на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S и, конечно же, Nintendo Switch. Паркур. Сюжет стелс-экшена Паркур разворачивается вокруг пса-спецагента по кличке Тхандер, который вместе со своим помощником Альфред бросает вызов злодеям. Четвероногий протагонист работает на секретную организацию, в которой состоят сплошь натренированные животные с одной единственной целью – спасти мир от сил зла. Релиз игры запланирован на 2025 год на ПК, на PlayStation 4, на PlayStation 5, на Xbox One и на Xbox Series. GTA 6. Будущая компьютерная игра в жанре экшен-адвенчер с открытым миром, разрабатываемая компанией Rockstar Games. Событие GTA 6 будет происходить в городе Вайс-Сити и его окрестностях, которые входят в состав вымышленного американского штата Леонида. Прообразом виртуального региона стала Флорида, а город создан с оглядкой на Майами. Согласно слухам, сценаристы вдохновлялись историей Бонни и Клайда, именно поэтому в игре будет два главных героя-грабителей – латиноамериканка Люсия и ее партнер Джейсон. Релиз игры запланирован на осень 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series X и S.
Kingdom Come Deliverance 2. Игра стартует вскоре после финала первой части. Главным героем вновь выступит сын кузнеца, который мстит за гибель своей семьи. В продолжении нам покажут более опытного героя. Юноша будет преследовать не только личные цели, но и участвовать в важных исторических битвах. Релиз игры состоится 11 февраля в 2025 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Mafia: The Old Country. Действие игры разворачивается в Италии первой половины 20 века, в эпоху становления организованной преступности. Игроки берут на себя роль молодого итальянца Энио Сальери, который вынужден погрузиться в мир мафии, чтобы выжить и просто защитить свою семью. Релиз игры состоится в 2025 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Игра про Индиана Джонса. Это игра про Индиана Джонса, действие которого разворачивается в 1937 году между событиями первого и третьего фильма в поисках утраченного ковчега и последний крестовый поход. По сюжету игры из музея колледжа Маршалла, в котором работает сам Индиана Джонс, крадут исторический артефакт. Предмет, на первый взгляд, не особо ценный, однако он зачем-то нужен нацистам. Археолог отправляется в Ватикан, чтобы узнать истинные намерения похитителей. Путь главного героя лежит через южноамериканские джунгли, египетские пирамиды и заснеженные Гималаи. Индиану Джонса будет сопровождать репортерша Джина, которая тоже очень хочет раскрыть тайну похищенного артефакта. Релиз игры состоится 9 декабря в 2024 году на ПК и на Xbox Series X и S. На PlayStation 5 выйдет весной в 2025 году. Subnautica 2. Будущая компьютерная игра в жанрах приключенческого экшена и симулятора выживания с открытым миром. Действие игры будет происходить на совершенно новой океанической планете, которая не связана с планетой 4546. Релиз игры запланирован на 2025 год на ПК и Xbox Series X и S. Animal US Protocol. Это необычный хоррор, в котором игроки станут шимпанзе со сверхразвитым интеллектом. Игрокам нужно пытаться выжить в жуткой научной лаборатории. Во время приключений придется исследовать также станцию Анкоридж. Шимпанзе Пена хочет освободить подопытных животных, но ей предстоит пройти множество испытаний. Помогать будут устройства для управления гравитацией и крысенок Трип. Релиз игры запланирован на 2026 год на платформу ПК. Спасибо тем, кто досмотрел этот ролик до самого конца. Если понравился ролик, то поставь лайк, подпишись на канал, не забывай про колокольчик. С вами был Илья Тер. Увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока!